Всем привет, меня зовут Михаил. Сегодня разберем вариант CSA по математике от 25 апреля. Этот экзамен был сложнее мартовского, в нем было много новых прототипов заданий и очень много заданий на последовательности по сравнению с прошлыми вариантами. Ставь лайк за оперативность, подписывайся на телеграм-канал. Там есть варианты прошлых экзаменов, лексика и еще куча полезного. Ну и приступим к заданиям. Первое задание – классическое задание на множество. Тут даны два множества а и b. Нужно выбрать верное утверждение. Первое, b является подмножеством а. Является подмножеством используется, когда все элементы одного множества содержатся в другом множестве. Вот как здесь, например. Тут элементы множества b1, 3, 5 содержатся во множестве а 1, 3, 5. Получается утверждение верное. b действительно является подмножеством а. Дальше вариант b. b принадлежит множеству а. Принадлежит используется по отношению к элементам, когда элемент содержится в каком-то множестве. По отношению к множествам не используется. b неверно. Дальше c. а принадлежит b. Опять же, по отношению к множествам знак принадлежит не используется. И d. а является подмножеством b. а не является подмножеством b. У нас как раз таки наоборот, b является подмножеством а. Получается верно первое. Второе задание на пересечение множеств. Тут даны два множества. Нужно выбрать, где они пересекаются. Для этого нанесем эти множества на числовой оси. Первое множество от 3 до 5. Отметим точку 3, отметим точку 5. И от 3 до 5 вот здесь штриховка. Вот это множество а. Обе точки выколотые, потому что знаки строгие здесь. Множество b, x больше 4. Отметим четверку, x больше 4, штриховка справа получается. Вот множество p. И где они пересекаются, это элементы, которые содержатся в обоих множествах одновременно. То есть это от 4 до 5 получается. От 4 до 5 это вариант С правильный. Третье задание, нужно выбрать, какая точка лежит в третьей четверти. И в третьей четверти у точки координата по оси x отрицательная, по оси y тоже отрицательная. То есть нужно выбрать точку, у которой обе координаты отрицательные. Это вариант D, получается D правильно. Четвертое задание – это квадратное неравенство. Квадратные неравенства решаются методом интервала. То есть сначала мы приравниваем выражение к нулю и решаем получившееся уравнение. Решается оно по дискриминанту. b квадрат минус 4ac тут будет равно 16. Корень из дискриминанта равно 4. Тогда. Находим корни этого уравнения. Первый корень это 3, второй корень минус 1. И отмечаем получившиеся корни на числовой оси. Причем точки у нас будут закрашены, потому что знак не строгий. Отмечаем минус 1 и 3 и смотрим знаки на промежутках. Для этого подставляем вместо x число из какого-то промежутка. Например, из правого можно подставить 10. Подставляем вместо x и будет 10 в квадрате минус 2 умножить на 10 минус 3. То есть 100 минус 20 минус 3 будет число положительное. Значит, на всем интервале будет знак плюс. И пока во всех четвертых заданиях знаки всегда чередовались. То есть дальше будет плюс, минус, плюс. Но если времени хватает, можно проверить знак на каждом промежутке. Допустим, подставить тут 0, подставить здесь какой-нибудь минус 5, к примеру. Получится также плюс и минус здесь. Так вот, нам знаки какие нужны? Так как знак неравенства больше, нам нужны с плюсом интервалы. То есть это ответ от минус бесконечности до минус 1 и от 3 до плюс бесконечности. Это вариант D, потому что здесь скобки квадратные, у нас точки включены в промежуток, скобки квадратные должны быть. А неправильно здесь, потому что тут скобки круглые. Верно, D. Пятое задание – найти область определения функции. Область определения – это те значения, которые может принимать x. Значит, рассмотрим значения, которые x принимать не может, есть ли они здесь. Тут можно перепутать с квадратным корнем. То есть у квадратного корня и у корней четных степеней есть ОДЗ, что подкоренное выражение не может быть отрицательным, должно быть больше либо равно нуля. А у корня третьей степени и в принципе у корней нечетных степеней, то есть пятой, седьмой, нет ОДЗ. То есть подкоренное выражение корня нечетной степени может быть любым. Поэтому здесь область определения – это вся числовая ось. Это вариант D. Шестое задание, наверное, много кого смутило. Тут сказано в картезианской системе координат.
Картезианская система координат – это обычная система координат, прямоугольная. И в ней сказано, что точка М имеет координату горизонтальную, то есть координату по оси x, минус 4. То есть точка М лежит где-то вот на этой прямой. И расстояние от этой точки до оси x равно 5. Ну, допустим, точка М лежит где-то здесь. И расстояние от точки до оси x это, по сути, перпендикуляр, опущенный на ось x. То есть вот это расстояние равно 5. И это расстояние, оно, по сути, является координатой по оси y. То есть точка М у нас при таких вот данных может иметь координату по оси x минус 4, а по оси y 5, либо эта точка, она может лежать снизу. То есть снизу вот здесь точка М может лежать, тоже при x равной минус 4, и расстояние равно 5. Но при этом координата по оси y равно минус 5 у нее. То есть у этой точки минус 4, 5, а у этой точки минус 4, минус 5. В обоих случаях расстояние будет равно 5 до оси x. То есть это вариант ответа получается А. Получается А правильно. Седьмое задание нужно найти синус 120 градусов. И для начала 120 градусов переведем в π. То есть 120 градусов это как в π переводить? Мы делим градусную меру на 180 и умножаем на π. И получаем 2π, деленное на 3. Где у нас 2π на 3 лежит? На тригонометрической окружности где-то во второй четверти вот здесь лежит 2π на 3. И можно заметить, что точка 2π на 3, оно по синусу, у нас же вертикальная ось, это ось синусов, имеет то же самое значение, что и точка π на 3. То есть синус π на 3 равняется синусу 2π на 3. А синус π на 3 это табличное значение. Синус π на 3 равен корень из 3 на 2. Значит и синус 2π на 3 тоже равен этому значению. То есть ответ здесь корень из 3 на 2 это вариант D. Восьмое задание нужно понять, какая функция является нечетной. Для этого вспомним условия нечетности функций. У нечетной функции f от минус x равно минус f от x. И f от минус x мы вместо x подставляем минус x в функцию, а минус f от x мы просто перед функцией ставим знак минус. То есть под а f от минус x будет равно минус x в третьей степени плюс 1. То есть мы вместо x минус x подставили. При возведении в нечетную степень знак минус просто выносится. То есть это будет минус x в третьей плюс 1. А минус f от x мы перед всей функцией ставим знак минус. То есть это будет минус x в третьей плюс 1. И когда перед скобками стоит знак минус, при раскрытии знаки каждого слагаемого меняются на противоположные. Поэтому будет минус x в третьей минус 1. Функции не одинаковые, поэтому а не подходит. Дальше b. f от минус x здесь будет равно корень третьей степени из минус x плюс 2. И когда у нас корень третьей степени и внутри в аргументе у него стоит знак минус, мы этот минус можем просто вынести. То есть будет минус корень третьей степени из x плюс 2. А минус f от x это мы перед всей функцией ставим знак минус, то есть минус корень третьей степени из x плюс 2. И при раскрытии опять все знаки меняются на противоположные. То есть будет минус корень третьей степени из x минус 2. Как видно, функции не одинаковые, значит функция не является нечетной. Дальше проверяем c. В c у нас получается f от минус x это минус x в квадрате плюс 3. И когда мы отрицательное число возводим в четную степень, знак минус уходит. То есть будет x в квадрате плюс 3. А минус f от x мы перед функцией ставим знак минус. Получается минус x в квадрате минус 3. Как видно, функции не одинаковые, значит функция не является нечетной. c не подходит. Ну и должно подходить d. Проверим d. Тут будет f от минус x. Это y равно минус минус x. Будет просто x. А минус f от x, по сути, тоже будет минус минус x. Тоже будет равно x. Как видно, функции у нас одинаковые, поэтому верно d. Функция является нечетной. Девятое задание. Нужно найти наклон прямой, проходящий через две точки. Для этого вспомним правило,
что если график проходит через точку, то при подстановке координат этой точки вместо x и вместо y получается верное равенство. Возьмем общее уравнение прямой и подставим вместо x и вместо y координаты этой точки. У А получится 1 равно минус 1 умножить на k плюс b. У b получается 3 равно 2 умножить на k плюс b. И у нас вот эти два уравнения объединяются в систему, потому что k и b у этих двух уравнений одинаковые. Решим эту систему, выразим b из первого уравнения. b у нас равно 1 плюс k, получается, если мы минус k влево перенесем. И подставим во второе вместо b1 плюс k. Получится 3 равно 2k плюс 1 плюс k. Приведем подобные. Получится 3 равно 3k плюс 1. Отсюда 3k равно 2. И k равно 2 третьим получается. Нам нужно было найти наклон, то есть k. Получается, наклон равен 2 третьим. Это вариант b правильный. 10-е задание. Нужно найти обратную функцию. Как найти обратную функцию? Мы x и y меняем местами. Получается x равно 10y плюс 3. И выражаем отсюда y. Получается x минус 3 равно 10y. И y равно x минус 3 деленное на 10. Это и будет обратная функция. Это вариант c получается. Вариант c правильный. 11-е задание. Нужно найти функцию, которая убывает при x от минус бесконечности до плюс бесконечности. То есть на всем протяжении получается. Для этого вспомним условие, какая функция является убывающей. Убывающей является функция, у которой при увеличении x значение y уменьшается, получается. Для этого возьмем два значения x, минус 1 и 1, и посмотрим, как ведет себя y у каждой функции. Под a y равно минус 1 в третьей степени, это будет минус 1. Под b 1 в третьей степени, это будет 1. То есть при увеличении x значение y увеличивается. Не подходит, нам нужно, чтобы уменьшалось. Дальше b. При x равное минус единице будет минус 1 делить на минус 1. Это будет единица. А при x единице y равно минус 1 делить на 1. Это минус 1. То есть при увеличении x значение y уменьшается. b нам подходит. Дальше c. При x равное минус единица y равно минус 1 плюс 5. Это будет 6. А при x равное единице получается минус 1 плюс 5, это будет 4. То есть тоже при увеличении x значение y уменьшается. c подходит. Дальше d. y равно x квадрат плюс 1. При x равное минус единице будет минус 1 в квадрате плюс 1. Это 2. При x равное единице 1 в квадрате плюс 1 это тоже 2. То есть оно как бы остается прежним при увеличении x. Не подходит. Подходит нам b и c, значит нужно взять другие значения x. Одна из них, значит, убывает не на всем протяжении, а на каком-то участке. И для этого возьмем, допустим, x равное, ну пусть будет x равное 2 и x равное 3. Тогда что получится? У функции b y равно минус 1 вторая, при x равное 3 y равно минус 1 третья. И получается, при увеличении x значение y увеличивается, потому что минус 1 третья больше, чем минус 1 вторая. Получается, b не подходит. Ну и проверим c на всякий случай. Y равно минус 2 плюс 5, это будет 3. И y равно минус 3 плюс 5, это будет 2. То есть при увеличении x значение y уменьшается. То есть нам подходит только c здесь. 12-е задание – дробное неравенство. И дробные неравенства также решаются методом интервалов. Тут мы приравниваем числитель к нулю и приравниваем знаменатель к нулю. Находим таким образом нули функций. 0 функций числителя – это минус 1 вторая, 0 функций знаменателя – это единица. И наносим эти нули функций, то есть корни уравнений, на числовую ось. Наносим минус 1 вторая единица. Знак у нас строгий, поэтому обе точки будут выколоты. И смотрим знаки на промежутках.
Подставляем число вместо x из правого промежутка, допустим 10. Подставляем, получается 2 на 10 плюс 1 делить на 10 минус 1. В числителе у нас число положительное, в знаменателе тоже, поэтому результат будет положительным. И знаки будут чередоваться. Плюс, минус, плюс. Можно проверить, вместо x подставить тут 0, тут минус 5, например. Знаки будут такие же. У нас знак меньше, знак неравенства, поэтому нам нужны интервалы с минусом. Это от минус 1/2 до единицы. От минус 1/2 до единицы это вариант D правильный. Почему не А, например? Потому что у нас обе точки выколотые. Обе точки выколотые, значит обе скобки должны быть круглые. Это только в варианте D. В варианте А одна скобка квадратная, не подходит нам. 13 задание. Даны три члена арифметической прогрессии минус 1А 15. Нужно найти, чему равняется А. Для этого вспомним, что у арифметической прогрессии каждая следующая на сколько-то больше или меньше предыдущего. То есть А равно минус 1 плюс D, а 15 равно минус 1 плюс 2D получается. Это же получается, если мы формулу n-го члена подставим. Из второго мы узнаем, чему равняется D. Получается 2D равно 16. Отсюда D равняется 8. Узнали D, теперь можем найти А. А равно минус 1 плюс 8. Это будет 7. 7 это вариант Б правильный. 14 задание. Дана прямая, у которой угол наклона 60 градусов. Нужно найти slope of L. Slope это еще раз коэффициент К прямой. И у нас есть правило, что К равняется тангенсу угла наклона прямой. То есть К равно здесь тангенсу 60 градусов. Тангенс 60 градусов мы знаем по таблице. Это равняется корень из 3. То есть К равно корень из 3. Это вариант С правильный. 15 задание. Дана арифметическая прогрессия с первым и вторым членами. Нужно найти пятый. Мы можем узнать D, так как в арифметической прогрессии каждый следующий на сколько-то больше или меньше предыдущего. Значит, разница между ними и есть D. То есть 3 минус 1 равно 2. Это D. И отсюда можем узнать пятый по формуле n-го члена. То есть это первый плюс 5 минус 1 умноженное на разницу d 2. То есть это получается 1 плюс 4 умножить на 2, это будет 9. 9 это вариант Б правильный. 16 задание. Дана точка, лежащая на угле. Расстояние между этой точкой и началом координат равно r. Нарисуем вот это все дело. Угол у нас, он исходит из начала координат. И на этом угле лежит точка P. Расстояние от точки P до начала координат r – это длина вот этого отрезка. Точка P с координатами x, y. Координаты точки – это, по сути, если взять треугольник OPH, он прямоугольный, расстояние OH – это координаты точки по оси x, PH – это координаты точки по оси y. Тогда косинус угла альфа – это что? Это отношение прилежащего катета OH к гипотенузе OP. То есть косинус альфа равняется OH к OP. Это будет x к r. Это вариант D. Вариант D правильный. 17 задание необычное, такого не было еще. Дан общий член последовательности, нужно решить, является ли эта последовательность арифметической, геометрической прогрессией или вообще никакой из них. Для этого посмотрим, чему равняются члены этой последовательности. То есть первый член это будет 2 умножить на 1 минус 1. Первый член равен единице. Второй член будет 2 умножить на 2 минус 1 будет 3. Третий член 2 умножить на 3 минус 1 будет 5. Посмотрим, является ли это арифметической прогрессией. У нас каждый следующий член отличается на 2 от предыдущего. То есть если мы сложим 2, мы получим следующий. Проверим нашу теорию, что это арифметическая прогрессия. Посмотрим, чему равен четвертый. Четвертый должен быть равен 7 в таком случае. Четвертый здесь это 2 умножить на 4 минус 1. Это будет действительно 7. То есть это арифметическая прогрессия. Соответственно, она не будет геометрической, потому что у геометрической каждый следующий должен во сколько-то раз быть больше или меньше предыдущего. Второй отличается от первого в 3 раза. Третий отличается от второго в 5/3 раза, получается. То есть это не геометрическая прогрессия, это только арифметическая. Вариант А правильный. 18 задание. Даны координаты двух точек и расстояние между ними 5. Найти неизвестную координату x.
Для этого просто возьмем формулу расстояния между точками и подставим туда все значения. Получится 5 равно корень из x минус 0 в квадрате плюс минус 1 минус 3 в квадрате. Получится 5 равно корень из x в квадрате. Вот здесь минус 4 в квадрате, это будет 16. Получится корень из x в квадрате плюс 16. Возведем все в квадрат, чтобы избавиться от корня. Получится 25 равно x в квадрате плюс 16. Отсюда x в квадрат равно 25 минус 16, 9. И x равно плюс-минус 3. Плюс-минус 3 это вариант D правильный. 19 задание. Дан наклон прямой. Сказано, что прямая также проходит через точку. Найти ее уравнение. Наклон прямой это k. То есть тут дано k напрямую, k равно минус 3. То есть уравнение нашей прямой это y равно минус 3x плюс b. b мы пока не знаем. Нужно найти b, чтобы выразить уравнение. Для этого вспомним, что когда график проходит через точку, при подстановке координат этой точки вместо x и вместо y получается верное равенство. Подставим координаты, получится 2 равно минус 3 умножить на 1 плюс b. То есть 2 равно минус 3 плюс b, отсюда b равно 5 получается. Подставим, и уравнение будет тогда y равно минус 3x плюс 5. Перенесем все в одну сторону. Будет y плюс 3x минус 5 равно 0. Это вариант ответа С, правильно. 20 задание. Тут дана окружность с радиусом 3 и с центром в точке минус 1, 2. Нужно выразить уравнение окружности. Для этого в общее уравнение вместо x нулевой и y нулевой радиуса подставим вот эти данные значения. Будет x минус минус 1 в квадрате плюс y минус 2 в квадрате равно 3 в квадрате. Посчитаем то, что можно. Будет x плюс 1 в квадрате плюс y минус 2 в квадрате равно 9. И у нас здесь скобки раскрыты. Раскроем их тоже. Это формула квадрата суммы, это формула квадрата разности. Будет x квадрат плюс 2x плюс 1 плюс y квадрат минус 4y плюс 4 равно 9. И тут все числа в одну сторону перенесены. Перенесем 9, будет минус 9 равно 0. И приведем числа как подобные. Плюс 1 плюс 4 минус 9 это будет минус 4. Будет x квадрат плюс 2x плюс y квадрат минус 4y минус 4 равно 0. Это вариант ответа А. Вариант А правильный. 21 задание. Известен косинус. Известна четверть, в которой лежит угол. Нужно найти тангенс. Тангенс у нас равняется синус разделить на косинус. Косинус у нас известен. Если мы узнаем синус, мы узнаем и тангенс. Как узнать синус, зная косинус? По основному тригонометрическому тождеству. Если мы вместо косинуса 2/3 подставим, будет синус квадрат альфа плюс 2/3 в квадрате равно единице. Отсюда синус квадрат альфа плюс 4/9 равно единице. Синус квадрат альфа равно 1 минус 4/9, это будет 5/9. Отсюда синус альфа равен плюс-минус корню из этого значения. То есть корень из 5/9 это корень из 5 делить на 3, если из числителя и знаменателя извлечь. С каким знаком мы берем? У нас дано, что угол лежит от 0 до π на 2. От 0 до π на 2 это первая четверть. И в первой четверти синус положительный. Поэтому мы берем с плюсом. И подставляем формулу тангенса. Получается тангенс альфа равен корень из 5 на 3, это синус, разделить на 2/3, это косинус. Когда мы делим на дробь, деление заменяем умножением, дробь переворачиваем. Получается корень из 5 на 3 умножить на 3/2. Тройки сократятся, будет корень из 5 разделить на 2. Это вариант А правильный. 22 задание. Дана геометрическая прогрессия с первым членом минус 48, четвертым 6. Нужно найти знаменатель q. Для этого вспомним формулу общего члена геометрической прогрессии. Получится, что четвертый член равняется первый член умножить на знаменатель в степени 4 минус 1 это 3. То есть 6 здесь равно минус 48 умножить на q в третьей степени. Получится q в третьей степени 6 делить на минус 48 это минус 1/8.
Отсюда q равно корень третьей степени из минус 1/8. Это будет минус 1/2. Минус 1/2 это вариант D правильный. 23 задание. Дана окружность, проходящая через точку 2, 2, в центре 2, 0. Нужно найти уравнение этой окружности. Для этого подставим вместо x нулевое и y нулевое координаты центра. Будет x минус 2 в квадрате плюс y минус 0, то есть просто y в квадрате, равно радиус в квадрате. Нам, чтобы выразить уравнение, не хватает радиуса. Для этого используем информацию, что график проходит через точку 2, 2, подставим координаты этой точки вместо x и вместо y. Получится 2 минус 2 в квадрате плюс 2 в квадрате равно радиус в квадрате. Получится 0 в квадрате это 0, плюс 2 в квадрате это 4. Получится 4 равно радиус в квадрате. Отсюда радиус равен плюс-минус 2, но мы говорим про расстояние, поэтому просто 2. И, зная радиус, мы можем узнать общее уравнение. У нас общее уравнение x минус 2 в квадрате плюс y в квадрате равно радиус в квадрате. R в квадрате у нас 4. Получается, это вариант ответа D. Вариант D правильный. 24 задание. Даны буквенные неравенства с условием, что a больше b есть какая-то переменная c. Нужно выбрать верное. Для этого вместо a, b и c подставим числа. Допустим, a1, b минус 1, а c пусть будет 0. Нужно, чтобы условие просто a больше b выполнялось. Получается, если подставлять в a, будет 1 минус 0 меньше минус 1 минус 0. То есть 1 меньше минус единицы. Это неверно, а не подходит. Проверяем в b. В b у нас 1 умножить на 0 больше минус 1 умножить на 0. 0 больше 0. Не подходит, неверно b. Дальше c. 1 делить на 0 больше минус 1 делить на 0. Но на 0 делить нельзя, поэтому c так нельзя проверить. Проверим d. В d получается 1 плюс 0 больше минус 1 плюс 0. То есть 1 больше минус единицы. Это верно. То есть мы выбираем между c и d и возьмем какие-нибудь другие значения. Пусть a равно 0, b равно минус единице, c равно минус двойке. И подставим. Получится 0 делить на минус 2 больше, чем минус 1 делить на минус 2. Получается 0 больше 1/2. Это неверно, поэтому c не подходит, и проверим таким образом d. В d получается 0 минус 2 больше минус 1 плюс минус 2. То есть получается минус 2 больше минус 3. Это верно. Получается только d нам подходит. 25 задание. Дана показательная функция. Сказано, что она убывает. Найти, при каком основании a это происходит. Для этого вспомним, как выглядит график показательной функции. И он выглядит по-разному при разных основаниях. При основании больше единицы график выглядит так, то есть он постоянно возрастает. При основании больше нуля, но меньше единицы график выглядит так, то есть он постоянно убывает, то, что нам и нужно получается. То есть А неверно, дальше Б вариант, А меньше единицы. Мы знаем, как график выглядит при А больше нуля, но меньше единицы, а при А меньше нуля не знаем, как он выглядит. Это еще исследуем, то есть Б может быть верно. Дальше С. При А больше нуля. При А больше единицы у нас график выглядит так, поэтому С не подходит. И при D от нуля до единицы это как раз таки то, что мы знаем, D верно. Проверим B. Возьмем основание, допустим, минус 3, отрицательное. То есть y равно минус 3 в степени x. И посмотрим, как при разных x себя ведет эта функция. При x равное единице, y равно минус 3 в первой степени, это будет минус 3. При x равное 2, y равно минус 3 в квадрате, то есть 9. То есть при увеличении x значение y вот здесь конкретно увеличивается. А нам нужно, чтобы она всегда убывала. То есть b не подходит. Верно только d получается. 26 задание. Дан синус угла. Нужно найти косинус двойного угла. Косинус двойного угла находится по одной из трех формул. Выбираем нужную. Удобно здесь по второй формуле находить, потому что нам известен синус. Получается, косинус двойного угла будет равен 1 минус 2 умножить на синус в квадрате, 3/4 в квадрате,
будет 1 минус 2 умножить на 9 шестнадцатых. 2 умножить на 9 шестнадцатых это 9 восьмых. Получается 1 минус 9 восьмых это будет минус 1 восьмая. Минус 1 восьмая вариант А. Вариант А правильный. 27 задание. Нужно найти координаты точки пересечения двух прямых, если известно их уравнение. Для этого каждую из прямых мы представим в общем виде, то есть выразим y. Если из первого y выражать, минус y перенесем вправо, будет y равно 3x плюс 2. Если у второй прямой перенесем минус y в правую сторону, будет y равно 4x плюс 3. Далее приравниваем части с x, то есть 3x плюс 2 приравниваем к 4x плюс 3. Решаем получившееся уравнение, и получившееся x это координата точки пересечения по оси x. Перенесем, будет 4x минус 3x, а слева 2 минус 3. То есть получается x равно минус 1. Минус 1 это координата пересечения по оси x. Чтобы найти координату пересечения по оси y, мы вместо x подставим x нулевое в любую из функций. То есть y нулевое равно 4 умножить на x нулевое плюс 3. То есть будет 4 умножить на минус 1 плюс 3, это будет минус 1. То есть координаты точки пересечения это минус 1, это вариант D правильный. 28 задание дана гипербола, у которой известен эксцентриситет, но неизвестен один из коэффициентов, а в квадрате. Эксцентриситет гиперболы находится как c разделить на а, где c это корень из а в квадрате плюс b в квадрате. Получается, если мы подставим значение, которое здесь известно, получается 2 равно корень из а в квадрате, а b в квадрате это что? b в квадрате это то, что стоит под y. Получается корень из а в квадрате плюс 3 разделить на а. Решаем это уравнение, умножим на а, будет 2а равно корень из а в квадрате плюс 3. И чтобы избавиться от корня, возведем в квадрат. Будет 4а в квадрате равно а в квадрате плюс 3. Получается 3а в квадрате равно 3, а в квадрате равно единице. И отсюда а равно плюс-минус 1. Но у нас а это расстояние, это длина от центра до начала гипербола получается. То есть это полуось. А длина полуоси не может быть отрицательной. Поэтому мы берем а равное единице. Это вариант Б правильный. 29 задание дана последовательность, у которой известно три первых члена. Нужно выразить общий член этой последовательности. То есть получается первый член этой последовательности равен 1 вторая, второй минус 1 четвертая и третий равен 1 восьмой. То есть если мы в формулы общего члена подставим 1, 2 и 3, мы получим вот эти числа. Проверим. Подставим вместо n 3, мы должны получить 1 восьмую. Если мы подставим в а, будет минус 1 в степени 3 минус 1, умножить 1, делить на 2 в третьей степени. Получается минус 1 во второй степени это 1, 1 умножить на 1 восьмую, это будет 1 восьмая. То есть а может подходить. Дальше проверим b, подставим в формулу b. Получится минус 1 в третьей степени, умножить на 1, делить на 2 в третьей степени. Будет минус 1 умножить на 1 восьмую, это будет минус 1 восьмая. А у нас 1 восьмая. Получается, b не подходит. Дальше проверяем c. Подставляем 3, будет 1 делить на 2 в третьей степени минус 1. Будет 1 делить на 2 в квадрате, это 1 четвертая получается. c не подходит. И проверяем d. В d получается 1 делить на 2 в третьей степени, это просто 1 восьмая. То есть d тоже может подходить. Подставим вместо n не 3, а 2, чтобы проверить, что у нас подходит, а либо d. При n равное 2 должно получаться минус 1 четвертая. Проверим, посмотрим под а. Минус 1 в степени 2 минус 1 умножить на 1 делить на 2 в квадрате. То есть это получается минус 1 в первое, это минус 1, 2 во второе это 4. Получается минус 1 умножить на 1 четвертую, минус 1 четвертая. Как раз то, что здесь есть. А если мы подставим в d, получится 1 делить на 2 в квадрате. То есть 1 четвертая, а не минус 1 четвертая. У нас минус 1 четвертая. Получается, d не подходит. Верно, а. 30 задание на логарифмы. И здесь просто нужно вспомнить определение логарифма. Определение у логарифма какое? Логарифм это степень,
в которую нужно возвести основание логарифма, чтобы получился аргумент. И рассмотрим в таком отношении логарифм 27 по основанию 3. То есть в какую степень нужно возвести основание 3, чтобы получился аргумент 27. Ответ 3, то есть 3 в третьей степени равно 27. То есть этот логарифм равен 3. Рассмотрим также второй логарифм. Получается логарифм 16 по основанию 4. Это то, в какую степень нужно возвести основание 4, чтобы получился аргумент 16. Ответ 2, то есть 4 в квадрате это 16. Оба логарифма эти вычисляемые, поэтому будет 3 умножить на 2 это 6. Вариант С правильно. 31 задание. Нужно найти минимальное значение функции. И минимальное значение функции это что? Это значение y. Какое наименьшее может быть значение y? Для этого посмотрим, как у нас y зависит от x. У нас что меняется? У нас при изменении x меняется значение косинуса. Получается, при наименьшем значении косинуса будет наименьшее значение y. А значение косинуса у нас по определению наименьшее минус 1. То есть самое маленькое значение косинуса это минус 1. Подставим, получается y равно минус 1 плюс 4. Минус 1 плюс 4 это 3. Вариант D правильный. 32 задание. Указана парабола, которая проходит через точку 1, 2. Нужно найти неизвестный коэффициент а. Вспомним, что если график проходит через точку, то при подстановке координат этой точки вместо x и вместо y получается верное равенство. То есть будет 2 равно а умножить на 1 в квадрате. Получается 2 равно а умножить на 1, отсюда а равно 2 первых или просто 2. Тут вариант D, правильно? 33 задание. Нужно найти прямую перпендикулярную данной. Вспомним условия перпендикулярности прямых. Прямые перпендикулярны, если их угловые коэффициенты при перемножении дают минус 1. То есть нужно найти угловой коэффициент данной прямой. Для этого приведем ее в общем виде. Тут y равно 2х плюс 2, если мы минус 2х и минус 2 перенесем вправо. Получается коэффициент k здесь равен 2. Отсюда можем найти коэффициент k у нашей прямой. Коэффициент k у нашей прямой умножить на коэффициент k этой прямой равно минус 1. Получается коэффициент k нашей прямой это минус 1 вторая. То есть наша прямая записывается как y равно минус 1 вторая x плюс b. Тут нет такого ответа, домножим на 2 и перенесем все в одну сторону. То есть будет 2y равно минус x плюс 2b, и при переносе в одну сторону будет 2y плюс x минус 2b равно 0. То есть нам нужна прямая, у которой 2y плюс x будет. 2y плюс x это вариант ответа D, получается вариант D правильный. 34 задание. Известен косинус, известна четверть, в которой лежит угол, нужно найти синус половинного угла. Синус половинного угла находится вот по этой формуле, и мы сюда можем вместо косинуса подставить его значение. Будет синус половинного угла равен плюс-минус корень из 1 минус минус 1 вторая разделить на 2. Получается плюс-минус корень из 1 минус минус 1 вторая это будет 3 вторых, и 3 вторых разделить на 2 будет 3 четвертых. То есть получается плюс-минус корень из 3 четвертых, и если извлекать корень из числителя и знаменателя, будет плюс-минус корень из 3 на 2. Теперь нужно понять, какое значение мы берем, положительное или отрицательное. Для этого смотрим на угол. Угол у нас от π на 2 до π, а нам нужно найти половинный угол. Если половинный угол, мы эти границы делим на 2 тоже. Получается от π на 4 до π на 2. От π на 4 до π на 2 это первая четверть, а в первой четверти синус положительный. Мы же синус ищем, поэтому мы берем значение с плюсом. Плюс корень из 3 на 2 это вариант А правильный. 35 задание. Косинус 75 градусов. Это задание нетипичное, но можно заметить, что на этом месте у 35 задания всегда стоит задание на формулу суммы или разности аргументов. И можно заметить, что косинус 75 градусов, как нетабличное значение, можно представить как сумму табличных значений, как 45 плюс 30. И по формуле косинуса суммы расписать. То есть это будет косинус 45 умножить на косинус 30 минус синус 45 на синус 30. И просто подставить сюда табличные значения.
Косинус 45 корень из 2 на 2, косинус 30 корень из 3 на 2. Синус 45 корень из 2 на 2, синус 30 1 вторая. Получается, если здесь перемножать, будет корень из 6 на 4. Если здесь перемножать, будет корень из 2 на 4. Подведем под общий знаменатель. Будет корень из 6 минус корень из 2 разделить на 4. Это вариант А. Вариант А правильный. 36-е задание новое, такого не было еще. Тут дана функция с областью определения от минус 1 до 0. Нужно найти область определения функции y равно f от x в квадрате минус 1. То есть в аргументе этой функции x квадрат минус 1. И аргумент этой функции, то есть x квадрат минус 1, должен удовлетворять области определения от минус 1 до 0 получается. Почему при изменении аргумента он должен удовлетворять той же самой области определения? Потому что функция осталась та же самая. У нас от функции и зависит эта область определения. И при одной и той же функции разные аргументы должны удовлетворять одной и той же области определения. Поэтому новый аргумент x квадрат минус 1 должен удовлетворять старой области определения, потому что функция осталась той же. И нужно решить, при каких x у нас x квадрат минус 1 входит в эту область определения. То есть тут x квадрат больше нуля, но меньше единицы получается, потому что при двойном неравенстве мы переносим в обе стороны число. Получается x квадрат больше нуля, но меньше единицы, и двойное неравенство лучше расписать в виде просто двух неравенств, что x квадрат больше нуля и что x квадрат меньше единицы получается. Решение первого, какое x квадрат больше нуля, это выполняется при всех x, кроме x равном нулю. То есть x не равно нулю должно быть. А x квадрат меньше единицы, перенесем единицу в левую сторону, x квадрат минус 1 меньше нуля, получится x минус 1 на x плюс 1, если мы по формуле разности квадратов распишем. Меньше нуля получается. И вот это квадратное неравенство мы решаем по методу интервалов. У нас получится корни x равная единице, x равная минус единице. Нанесем их на числовую ось. Причем обе точки будут выколоты, потому что знак строгий. И посмотрим знаки на промежутках. Подставим вместо x, например, 5. Получится 5 минус 1 на 5 плюс 1. Число положительное, и знаки тут будут чередоваться. Плюс, минус, плюс. Нам нужны интервалы с минусом, потому что знак меньше. То есть у нас ответ от минус 1 до 1. Итого у нас общая область определения – это x не равно нулю, и x принадлежит от минус 1 до 1. То есть здесь же 0 нанесем, и получается общая область определения с учетом вот этих двоих ограничений от минус 1 до 0 и от 0 до 1. Это вариант А. 37-е задание, тут известен косинус, известна четверть, в которой лежит угол, найти косинус половинного угла. Косинус половинного угла находится по этой формуле. Мы сюда можем просто подставить косинус и найти косинус половинного угла. Получается, он будет равен плюс-минус корень из 1 плюс минус 7/25 разделить на 2. Тут будет 1 минус 7/25, 1 минус 7/25, это будет, получается, 18/25. И еще разделить на 2. Если мы 18/25 разделим на 2, будет 18/50. Можем сократить. Сократить можем на 2, получается плюс-минус 9/25 получается. И если извлечем корень из числителя и знаменателя, будет плюс-минус 3/5. Теперь надо выбрать, какое значение мы берем, с плюсом или с минусом. У нас угол от π на 2 до π. Нам нужно половинный угол, поэтому мы эти границы делим на 2. Получается, половинные границы это от π на 4 до π на 2. От π на 4 до π на 2 это у нас первая четверть, а в первой четверти косинус положительный. Мы же косинус половинного угла ищем. Так что берем значение с плюсом, будет плюс 3/5, это вариант А. Вариант А правильный. 38-е задание, как обычно, по формулам приведения. И вспомним алгоритм формулы приведения. Смотрим, с какой ветви идет функция. π – это горизонтальная ветвь. Если горизонтальная ветвь, то функция остается прежней, косинус. Дальше смотрим, в какой четверти лежит угол.
π плюс альфа это попадает в третью четверть. И смотрим, какой знак в этой четверти имеет прежняя функция, то есть косинус. Косинус в третьей четверти отрицательный, поэтому будет минус косинус альфа, а неверно. Дальше также смотрим b. Синус π плюс альфа. Опять же, π это горизонтальная ветвь, π плюс альфа это третья четверть. В третьей четверти прежняя функция синус отрицательна. Получается, ставим знак минус, будет минус синус альфа. b тоже неверно. Дальше c. Косинус π на 2 плюс альфа. π на 2 это вертикальная ветвь. Когда вертикальная ветвь, функция меняется на противоположную, на синус. И π на 2 плюс альфа попадает во вторую четверть. Во второй четверти прежняя функция косинус отрицательна. Ставим знак минус. То есть это будет минус синус альфа, у нас здесь синус альфа указан. С неверно. И последнее проверяем d. Это синус π на 2 плюс альфа. π на 2 это опять же вертикальная ветвь, значит функция меняется на противоположную, на косинус. π на 2 плюс альфа это вторая четверть. Во второй четверти прежняя функция, то есть синус, положительна. То есть это будет равно плюс косинус альфа. Это то, что здесь и указано. Получается вариант D правильный. 39 задание. Нужно найти период функции y равно 2 тангенса 3х плюс π на 4. Для этого сначала вспомним, чему равен период у функции y равно тангенс x. У тангенса x период равен π. И от чего у нас период здесь меняется? Период меняется, когда мы аргумент x умножаем на какое-то число. И при умножении аргумента на n период графика меняется в n раз. То есть при умножении на 3 он уменьшается в 3 раза, получается. То есть если период тангенса x равен π, то период тангенса 3х он уменьшается в 3 раза. Получается, период в данном случае равен π на 3. От всего остального период не изменяется. То есть плюс π на 4 и умножение на 2 это не меняет период. То есть период здесь π на 3 это вариант D правильный. 40-е задание. Дан эллипс центра в начале координат, у которого фокусы лежат на оси y, расстояние между фокусами 4, а эксцентриситет равен 2/3. Найти уравнение этого эллипса. Начнем с чего? С того, что если у эллипса фокусы лежат на оси y, значит это эллипс, вытянутый вдоль оси y. У эллипса, вытянутого вдоль оси y, знаменатель под y больше, чем знаменатель под x. То есть уравнение такое: x квадрат делить на b в квадрат плюс y квадрат делить на a в квадрате равно единице. Тут a больше b. Дальше. Фокальное расстояние равно 4. Расстояние между фокусами как определяется? Расстояние от центра до фокуса это c, и здесь c получается. То есть расстояние между фокусами это 2c. И 2c здесь равно 4, отсюда мы можем найти c равно 2 получается. И эксцентриситет равен 2/3. Эксцентриситет эллипса находится по формуле c разделить на a. И если он равен 2/3, это равно c тут 2 разделить на a. Отсюда можем понять, что a равно 3 получается. И a в квадрате это то, что лежит под y. То есть если a равно 3, то a в квадрате равно 9. Получается, нам нужен вариант, где под y в квадрате находится 9. Это только вариант b. Получается, вариант b правильный. 41 задание – это рекуррентная последовательность, у которой дана формула n-ного члена, дан первый член. Нужно найти четвертый. Мы можем просто последовательно до четвертого члена дойти. То есть если первый равен 1/3, то второй член равен минус 1 в квадрате на 2 умножить на первый член получается. А первый член равен 1/3. Получается здесь 1 умножить на 2 умножить на 1/3. Будет 2/3 получается. Дальше находим третий член. Третий член это минус 1 в третьей степени умножить на 2, а 2 получается. То есть минус 1 в третьей степени это минус 1 умножить на 2 умножить на 2/3. Получается минус 4/3. И осталось найти четвертый. Четвертый это минус 1 в четвертой степени умножить на 2 на а3. а3 у нас равняется минус 4/3.
И получается минус 1 в четвертой это 1. 1 умножить на 2 умножить на минус 4 третьих. Будет минус 8 третьих. Это вариант b. Получается b правильно. 42-е задание тоже новое. Тут нужно найти область определения вот этой функции. Область определения это те значения, которые может принимать x. Значит, смотрим на ограничения для x. Откуда они берутся? Из того, что x находится в аргументе логарифма, а аргумент логарифма должен быть больше нуля. Это первое. И второе, то что выражение с x находится в знаменателе, а знаменатель не должен быть равен нулю. Рассмотрим первое выражение. Модуль x минус 5 больше нуля. У нас модуль и так всегда либо больше, либо равен нулю. То есть нам нужно исключить только случай, когда он равен нулю. А равен он нулю при x равном 5 получается. То есть только при x равном 5 вот это выражение становится равно нулю и не выполняется неравенство. Получается, x не должно быть равно 5. Учли первое ОДЗ, теперь второе. Логарифм не должен быть равен нулю. Решаем так, будто он равен нулю, и превращаем 0 в виде логарифма. Десятичный логарифм x минус 5 не должно быть равно 0 в виде логарифма. Это десятичный логарифм единицы, потому что при аргументе 1 логарифм равен нулю. И приравниваем аргументы этих логарифмов. То есть модуль x минус 5 не должно быть равно единице. И получается такое уравнение с модулем. Как решать уравнение с модулем? Вот есть правило. Когда модуль равен какому-то числу, мы пишем, что внутримодульное выражение равно самому этому числу, и внутримодульное выражение равно этому числу со знаком минус. У нас, соответственно, не равно. И решаем вот эти уравнения получившиеся. То есть получается x не равно 6 и x не равно 4. То есть у нас в итоге выкололись какие значения? Это 4, это 6 и это 5. 4, 5, 6 выколотые точки в варианте b. Получается b правильно. 43-е задание тоже нетипичное. Сказано, что эллипс c имеет такие же фокусы, как эллипс x квадрат делить на 4 плюс y квадрат на 9 равно 1. И малую ось, имеющую длину 4 корня из 5. Найти уравнение эллипса c. Для начала рассмотрим информацию про фокусы. То есть найдем фокусы вот этого эллипса x квадрат на 4 плюс y квадрат на 9 равно 1. Этот эллипс, он вытянутый вдоль оси y, потому что знаменатель под y больше, чем знаменатель под x. И фокусы такого эллипса находятся по координатам 0 плюс-минус c, где c это у нас корень из а в квадрате минус b в квадрате, где а в квадрате это то, что находится под y, потому что знаменатель под y больше. То есть у нас c равно корень из 9 минус 4, это будет корень из 5. Получается, фокусы нашего эллипса находятся по координатам 0 плюс-минус корень из 5, как и фокусы этого эллипса. Получается, c нашего эллипса такое же, как и у этого эллипса. Это важная информация. Следующее. Малая ось имеет длину 4 корня из 5. Малая ось это что? Малая ось это значение 2b получается. И значение 2b это 4 корня из 5. Получается b равно 2 корня из 5 у нашего эллипса. И мы можем найти b в квадрате у нашего эллипса. Это 2 корня из 5 в квадрате, это будет 20. Получается c у нашего эллипса, корень из 5, равняется а в квадрате минус b в квадрате. То есть у нас корень из 5, c нашего эллипса, равняется корень из а в квадрате минус b в квадрате у нашего эллипса 20. Получается 5 равно а в квадрате минус 20. Мы все в квадрат возведем и левую, и правую часть. И получается а в квадрате равно 25. Отсюда а равно плюс-минус 5, но мы берем 5, потому что а это расстояние, оно не может быть отрицательным. Берем а равное 5, нам здесь нужно что найти?
нам нужно найти уравнение нашего эллипса. И у нашего эллипса а в квадрате равно 25, а b в квадрате равно 20. Итого, у нас есть вариант А и вариант D, такие, с 20 и 25 в знаменателе. Но поскольку наш эллипс имеет фокусы с координатами 0 плюс-минус корень из 5, то есть фокусы на оси y, то у него знаменатель под y должен быть больше. То есть это именно вариант D. Получается вариант D правильно. 44-е задание один раз только было похоже. Тут сказано, что ABCD это квадрат. Нарисуем этот квадрат ABCD. И точка Е это середина отрезка CD. Вот у нас точка Е. АБ это вектор А, АД это вектор Б. Что тут стороны квадрата обозначены разными векторами, опустим. То есть представим, что это прямоугольник. И нужно найти вектор BE через два эти вектора. Проведем этот самый вектор BE и подумаем, как можно найти вектор BE, используя вектора А и Б. Можно из середины отрезка АБ, допустим, эту точку О, провести вектор ОЕ и провести вектор ОБ, получается. И рассмотреть вот этот треугольник ОБЕ. В этом треугольнике ОБЕ вектор ОЕ также равняется Б, а вектор ОБ равняется 1/2 А, получается. И рассмотрим вот этот треугольник, отдельно его нарисую, ОБЕ. Вектор БЕ можно выразить в этом треугольнике по правилу треугольника у разности векторов. Вектор БЕ будет вектор ОЕ минус ОБ. Получается, вектор БЕ это будет вектор B минус 1/2 А. B минус 1/2 А это вариант С. Получается, вариант С правильный. 45-е задание это сложное задание на последовательности. Тут дана геометрическая прогрессия и формула, которая соединяет сумму n-ного члена и n плюс 1 член этой последовательности. Вместо n подставим 2, посмотрим, что будет. Будет 2s2 равно 3a3 минус 3. А если вместо n подставить 1, будет 2s1 равно 3a2 минус 3. И вычтем из первого уравнения второе. Будет 2s2 минус 2s1 равно 3a3 минус 3 минус 3a2 плюс 3. И приведем подобное. Вот эта тройка уйдет. И если мы вынесем здесь двойку, будет s2 минус s1. s2 минус s1, то есть сумма первых двух членов и сумма одного первого члена, это будет второй член этой последовательности. И будет 2 вторых члена этой последовательности равно 3 третьих минус 3 вторых. 2а2 равно 3а3 минус 3а2. А2 можно привести как подобное, если в одну сторону перевести. Будет 5а2 равно 3а3. И вместо А2 и А3 мы можем подставить просто по формуле n-ного члена, что второй член равняется первый умножить на q, а третий член равен первый умножить на q в квадрате. Получится 5 умножить на А1 умножить на q равно 3 умножить на А1 умножить на q в квадрате. И мы можем разделить на А1 и q. Тогда будет 5 равно 3q, и отсюда q равно 5 третьих. Нашли, что q равно 5 третьих. Теперь что мы можем сделать? Мы можем исследовать вот это уравнение. S1, то есть сумма одного члена этой последовательности, это по сути и есть первый член этой последовательности. То есть будет 2 первых члена этой последовательности равно 3 вторых члена этой последовательности минус 3. И второй член этой последовательности мы можем по формуле n-ного члена расписать как первый умножить на q. И получится 2а1 равно 3а1 умножить на q. Раз q равно 5 третьих, будет 2а1 равно 3 умножить на 5 третьих умножить на а1 минус 3. 3 умножить на 5 третьих это будет 5. Получается 2а1 равно 5а1 минус 3. Отсюда А1 равно единице из этого уравнения.
То есть мы получили, что первый член равен единице, q равно 5/3. Нам нужно найти сумму n членов этой последовательности. Для этого воспользуемся формулой n-го члена геометрической прогрессии. Вот этой формулой получится сумма n членов, это первый член 1, умножить на q в степени n, то есть 5/3 в степени n, минус 1, разделить на q 5/3, минус 1. В знаменателе мы можем посчитать. 5/3 минус 1 это будет 2/3. И 1 разделить на 2/3 это будет 3/2. То есть будет 3/2 умножить на 5/3 в степени n минус 1. И если мы раскроем скобки, это будет 3/2 умножить на 5/3 в степени n минус 3/2. Это вариант ответа D. D правильно. 46-е задание на комплексные числа. Нужно выразить комплексное число z из этого уравнения. И как это сделать? Сначала просто раскроем скобки. Тут будет 2z минус z умноженное на i, минус 4i, и минус 2i умножить на минус i будет плюс 2i в квадрате, равно 5. Дальше i в квадрате у нас равняется минус единице по определению. Получается 2z минус zi минус 4i минус 2 равно 5. И мы хотим выразить z, поэтому z здесь вынесем за скобку. Будет 2 минус i, а все остальное перенесем в правую сторону. Тогда будет 7 плюс 4i, если мы все остальное вправо перенесем. Будет z равно 7 плюс 4i разделить на 2 минус i. И умножим здесь на сопряженное, чтобы в знаменателе больше не было мнимой единицы. Сопряженное, чтобы была разность квадратов. Это 2 плюс i. На числитель и знаменатель домножаем на 2 плюс i. Это 14 плюс 7i плюс 8i и плюс 4i в квадрате. А в знаменателе 4 минус i в квадрате. i в квадрате у нас равно минус единице. Подставляем вместо i в квадрате минус единицу. Будет 14 плюс 15i минус 4 разделить на 4 минус минус 1. Будет 10 плюс 15i разделить на 5. И если мы на 5 разделим отдельно каждое слагаемое, будет 2 плюс 3i. 2 плюс 3i это вариант ответа B. Получается B правильно. 47-е задание тоже неочевидное задание на последовательности. Тут дана формула суммы n членов, которая связана с n членом. И если мы вместо n подставим 1, будет сумма первого члена равно 2/3 первого члена плюс 1/3. И сумма первого члена это у нас и есть первый член получается. То есть первый член равняется 2/3 а первая плюс 1/3. Получится 1/3 первого члена равняется 1/3. Отсюда первый член равняется единице. Далее рассмотрим n-ный член этой последовательности. И n-ный член у нас равен сумме n членов минус сумма n-1 членов. То есть пятый, например, равен сумме 5 минус сумме 4. И получается что? Что n-ный член равен формула суммы n членов. Это здесь 2/3 an плюс 1/3. Просто из условия копируем. А сумма n-1 получается 2/3 на n-1 тоже плюс 1/3. Раскроем скобки, вычтем. Получается n-ный член равен 2/3 an плюс 1/3 минус 2/3 an-1 минус 1/3. 1/3 и минус 1/3 сократится и домножим еще на 3, чтобы со знаменателями не работать. Будет 3an равно 2an минус 2an-1. И перенесем 2n влево, приведем подобные. Будет an равно минус 2an-1. И что у нас получается? Получается, что n-ный член равен минус 2 умножить на предыдущий член. То есть следующий член равен минус 2 умножить на предыдущий. Это формула общего члена. И из этого следует, что это геометрическая прогрессия
у которой q равняется минус 2. То есть каждый следующий отличается от предыдущего в минус 2 раза. И зная а первое, это 1, и зная q минус 2, мы можем выразить формулу общего члена геометрической прогрессии. То есть общий член геометрической прогрессии равен первому члену умножить на q в степени n минус 1. И получается первое это 1, q это минус 2 в степени n минус 1. Ну и 1 мы можем просто не писать, будет минус 2 в степени n минус 1. Это вариант ответа D. Получается D правильно. 48-е задание, как обычно, на вероятность. Тут дан непрозрачный мешок, в котором 12 шаров. Шары есть красного, желтого, зеленого и черного цветов. Берут один шар из мешка. Вероятность, что достанут красный шар, 1/3. Красный шар 1/3. И вероятность – это количество удовлетворяющих нас исходов, делить на количество всех исходов. Красных шаров пусть будет x, количество всех исходов 12. Отсюда мы можем узнать, что 4 красных шара у нас в мешке находится. Дальше. Вероятность того, что возьмут желтый или зеленый, 5/12. То есть количество желтых плюс зеленых у нас равняется 5 в таком случае. Вероятность, что возьмут черный или желтый, тоже 5/12. То есть черных плюс желтых тоже вместе будет 5. И вот из этих двух уравнений следует, что количество зеленых равняется количеству черных. Потому что прибавляя желтый каждому из них, количество желтых, мы получаем одинаковое число 5. Получается зеленых столько же, сколько и черных. И нам здесь что нужно найти? Вероятность, что возьмут желтый шар, черный шар и зеленый шар. У нас количество черных шаров равняется количеству зеленых шаров, как мы выяснили. Значит, и вероятности должны быть одинаковые. А вероятности одинаковые только в ответе С. Получается вариант С правильный. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вам понравилось, или может наоборот, что стоит подробнее объяснять. В описании есть ссылка на мой курс на степике. Там есть вся теория, которая подробно разобрана на примерах реальных заданий из CSCA. А также после каждой темы есть тест, который помогает закрепить знания и проверить их. Спасибо за просмотр и на связи.